Итак, всем доброй ночи. Как я обещала, ритуалы последние в этом году, которые буду снимать, я снимаю в прямом эфире. И поэтому на моем втором канале «Ведьмина изба 2», естественно, они не загружаются мной, мне некогда. Но они есть в дочерних каналах, и спасибо тем, кто эти каналы создал и ведет. Они все загружают вовремя. Итак, я на секунду отключу лайки, дизлайки, чтобы сегодня вот поздно отключила и сорвали нам эфир. Чтобы такого не было. Сейчас позвольте, я зайду на секунду и отключу, потому что некоторым товарищам без нас жить очень плохо, и они пытаются нагадить все, что возможно. Значит, сейчас откроется. Секунду. Пока еще не открывается. А, вот он открылся. Все. Не предоставим им такой возможности, согласны со мной. Они этого недостойны и не стоит, чтобы гадить наши работы. Дорогие друзья, дело не в количестве ритуалов или заговоров, как некоторым кажется, что вот много ритуалов, мы тоже сейчас какие-нибудь ритуалы там, какие-нибудь хренотень какую-то сочиним с одного места. Приди, денежки, идите сюда и всякую ерунду. Вот зажигайте свечу, представляйте деньги. Да представь хоть до посинения. Если тебе не дано, они к тебе не придут. Это тут даже думать не о чем. И этим людям кажется, что вот много ритуалов, значит и народу будет много, все такое. То есть самое основное, по их мнению, то есть основной секрет твоего успеха – это когда много ритуалов. Неважно каких, главное, очень круто назвать и вот поставить. Нет, дорогие друзья, существует сила слова. Сила слова. Не просто что-нибудь сказать, вот эту свечу этой свечой зажечь, там пластмассовые бутылки поставить, крышку из банки. Ну, во-первых, нет уважения к силам, нет уважения алтари. Вы представьте, алтари. Ладно, религиозные алтари, я вам говорю, сегодняшнего дня. Вы представляете, если бы в церкви или в мечети там пластмассовые бутылки стояли, да? Там же все это зашито золотом, там же все драгоценными камнями, там же все чисто, там же все утварь, серебро, золото, я не знаю. Уважение к силе, к любой силе, которому поклоняется человек, да? Он должен присутствовать. Возможно ли вообще делать ритуал с баночной крышкой, при этом называя себя ведьмой? Конечно, нет. Возможно ли там какие-то примитивные, возможно ли на полу, возможно ли без атрибутов показывать, без уважения всего, без трепета, без творческого подхода? Это же твоя работа, правда, твое предназначение. Поэтому, дорогие друзья, сила слова существует, глубина знания, призывы, все это соединяется в ритуале и создается, в общем, сильная работа, которая, собственно, вытаскивает человека с того света и так далее. Вот что означает ритуал. Он должен помочь, и помочь очень сильно. Я хочу вам подарить амхарский исцеляющий ритуал. Ритуал создан мной на основе определенных знаний, которые практиковались в Эфиопии. Амхарский язык практикуется в Эфиопии. Амхары вообще это древнее племя, которое, ну, практически не то что исчезли, но соединились с местными народами, с арабами, с эфиопами, и как бы так оставили только свой язык. Так вот, амхарский язык, он в основном 80% эфиопского народа говорит на амхарском языке. Кто такие эфиопы? 20% мусульман и 80% христиан, в принципе. Причем христиане копты.
То есть вот арабы-христиане и эфиопы-христиане, они копты. Григорианская церковь. Их крестил Григорий Просветитель, который, собственно, и привел христианство в Армению. Он и до коптов добрался и их крестил. Поэтому церковь коптская, она григорианская, эфиопская церковь. И она считается сестрой церковью армянской церкви. Но это не важно. Мы сейчас не про это говорим. Мы сейчас говорим про язык амхарский. И как у каждого африканского народа практикуется вуду. Дело в том, что там очень хорошо, спокойно существуют три религии. Христианство, ислам и древние поверья. Ночью люди идут, режут курицу, совершают определенный ритуал вуду. Днем идут в церковь молиться, как благочестивые христиане. Ночью опять устраивают там танцы с ритуальными там подношениями. То есть они вполне спокойно сосуществуют с этими всеми тремя силами. Я знала человека, который практиковал вуду в Эфиопии, потом принял ислам и сказал, что после принятия ислама лучше понимает вуду, потому что в Коране есть очень много аспектов магии. Это правда. В Коране действительно есть очень много аспектов древнеарабской магии. Именно поэтому как бы эта книга где-то успокаивает. Она может иногда даже вызвать некое, знаете, такой внутреннее, такое вот пограничное состояние, когда человек часто читает монотонно, а потом становится как-то плохо. Плохо в том смысле, что его начинает шатать, перед глазами что-то, какие-то видения появляются. Он вот идет такое пограничное состояние между миром живых и мертвых. Почему? Потому что в Коране очень много из арабской магии. Вспомните хотя бы, как пророк Мухаммед лечил людей. Он дул на воду, что-то читал и отдавал пить от сглаза. Помните? Так что это такое? Магическое действие, обычная магия. А вот Библия абсолютно отрицает магию. То есть Библия признает, что она есть, но она ее считает злом. Коран тоже считает магию запретным. Но так интересно, что если ты лечишь во имя Аллаха, это все хорошо. Ну вот иди разбирайся, во имя кого ты лечишь. В твою душу никто не заглядывал, правда? Но говорить можно что угодно. Говорили для того, чтобы себя обезопасить от религиозных фанатиков. Говорили, что вот я там во имя Аллаха лечу и прочее, прочее. То есть вот имеется в виду магия Востока. Теперь, что я хочу вам сказать. Амхарский язык. Так вот, я часто давала вам ритуалы на суахили. Сейчас я хочу подарить вам ритуал на амхарском. Да, кофейная чистка, она очень хорошая. Но она будет очищать, убирать очень сильно. Мигрень уходит после кофейной чистки. Уходит тяжесть в голове. Очень много. Регулируется вообще, приводится в порядок давление и так далее. Дорогие друзья, сейчас внимательно посмотрите на вот это все, что я сюда выложила. Потому что вам это все нужно будет найти. Во-первых, вам нужно будет найти 2 лимона, разделить напополам, то есть получается 4 ломтика, половинки. Морская соль без никаких добавок, без ничего. Белая, крупная, именно морская соль. Я думаю, не составит труда купить в магазине в любой. Яйцо, водка, минеральная вода. В принципе, любая пойдет. Ну, боржоми самое нужное. Чуть-чуть нальем. Я сейчас своими действиями покажу, что нужно будет делать. Минеральная вода. Свечи просто для освещения, для поддержания энергии огня. Неважно, какого цвета и что. Здесь не играет особой роли. И заварить крепкий кофе. Восточный кофе. Теперь смотрите. Берем 1 ломтик лимона и выжимаем воду.
Вот таким образом. Это вас вылечит и обновит на весь год. Если будете повторять хотя бы 2 раза в месяц, у вас со временем физиология настолько улучшится, что вы прям сами удивитесь этому. Теперь, вот это отложите в сторону, пока пускай он приходит в норму. Следующим образом это делается. Вот это все сейчас мы изготовим. Начитаем на это все 9 раз. Там вызов определенных духов, очень сильных духов. После чего вот эту смесь несете с собой в ванную. Набирайте воду, какую вам нравится, там сильно горячая не стоит. Выливайте это все туда. Над ванной читайте точно так же 9 раз. Ложитесь в ванную на 15 минут. Рядом ставите вот этот стакан с минеральной водой и лимоном и кофе. После того, как вы легли, лежа в ванной, выпиваете вот это мелкими глотками, а потом кофе. Объясню почему. Потому что вот этот напиток резко понижает давление, очень сильно. И чтобы привести себя в порядок, выпивайте вот кофе. Крепкий кофе. Ну, кофе можете заварить потом. Можете сначала в ванной, пока набирается, заварить кофе, подготовить и это все делать. Через 15 минут, когда вы это выпили, отложите в сторону. Ну, что-нибудь возьмите, там поднос или там стульчик поставьте. Просто встаете, принимайте контрастный душ. Сначала теплая вода, потом резко холодная. Сначала теплая, резко... Сколько вы держите? 3-4 раза. И выходите оттуда. Идете и ложитесь. У вас будет такое ощущение, что ваше тело просто придет, ну, в такое вот оживление. Оживиться, как будто воскреснет с того света. Это первое. Во-вторых, очень может быть, что начнется диарея, потому что это очистка крови и очистка кишечника, организма. И уйдут боли. Одним словом, вы сами увидите, что будет происходить. Лично я много читаю, что после кофейной чистки у людей просто нормализовалось настолько здоровье, что врачи были в шоке. Теперь разбиваем яйцо. Таким вот образом. Пусть я тут за яйцом охотится, он уже сидел, ждал, когда я его разобью. И вот прям прибежал и стоит. Пуся, это не для тебя. Это не для Пусика. Для Пусика там другие вкусняшки есть. А это не Пусику, нет. Это нельзя Пусику. Понятно? Пусику это нельзя. Пусику потом плохо станет. Понятно? Не, даже не надо просить. Иди на свое место, Пусть. И не надо облизаться. Ты уже кушал, у тебя очень много вкусняшек. Слышишь меня, Пусть? Не надо так на меня смотреть, таким бедным несчастным взглядом. Так, все. Нечего. Так, все. Закончили разговор. Давай. Иди на место, Пусть. Прям прибежал, услышал, что я разбила, и прилетел. Иди. Нечего тут делать. Морская соль. Водка. Соль, она стягивает. Лимон проникает, освежает подкожное вот это состояние. Дальше выжимайте все сюда. Ой. Хочу вам сказать, что вот такая вот ванная со времен Клеопатры делалась.
Но еще сверху и призыв этих сил оздоровит ваше тело окончательно. Что пусть? На, нюхай. Будешь кушать? На. Вот, на. Вот, видишь? Вот. Иди. Давай, иди к себе. На. Играйся. Только не шуми. Давай отсюда. Это абхазские лимоны, поэтому они очень сочные. Ядерная смесь, да. Но очень хорошая и полезная, между прочим. Так. Берите нож. Вот так разрезайте просто. И перемешивайте. Чтобы это все перемешалось. Если ванной нету, он работать не будет. В нем надо лежать. Достаточно. Я прочитаю слова несколько раз. Читать нужно 9 раз. Если помните. Так. Вот так подходите, так, чтобы просто вот над этой тарелкой. Нет, голову мочить не нужно. Читайте сверху 9 раз. Потом наливайте в ванную, набирайте. Выливайте это туда. Снова читайте сверху 9 раз. Подготовьте вот минералку с лимоном и крепкий кофе. Ложитесь в ванную. Минут 15 лежите в ванной. Значит, минут 15 лежите в ванной, выпивая вот это мелкими глотками. Когда выпили, потом пейте сверху вот это кофе. Если у вас немножко так бывает полуобморочное состояние, если вы ванну не очень переносите, ну, попросите кого-нибудь рядом быть. Мало ли еще вам плохо станет. Но плохо так не становится обычно никому. Ну, мало ли. У всех своя физиология. Потому что оживляется тело. После чего поднимайтесь, значит, принимайте контрастный душ. Теплые, холодные, чередуйте быстро. Выходите, естественно, протирайте себя и ложитесь пару минут, потому что вас немножко пошатает так в разные стороны. И если в месяц несколько раз будете проводить такую чистку, потом через месяц вы себя не узнаете. У вас будет очень молодая кожа. Ну и лицо поменяется. Потому что самое главное здоровье, когда человек здоров, у него меняется все, понимаете? И душевное состояние, и телесное, и красота, и кожа, и волосы, все что угодно. Кто мне сегодня писал, сейчас не помню, написала, что я делала несколько дней, а потом заметила, что... Параскева пятница. Это единственное, говорит, можно днем, без разницы. Это любое время можно делать. Я, говорит, сделала Параскева пятница, потом заметила, что мои волосы перестали выпадать. Да, это вполне реально. Итак, начнем. Текст. Язык амхарский, он очень сильно отличается от суахили, но легко запоминается. Натикури, амаликити,
Ат энакири, ейхи, дивилики, тенама, сихуни, акале, ниц ихи дели, ниц ихи акали, ниц ихи химели, ниц ихи кекуми, тенама, адиригили, сито, мехато, виоро, сиото, нгуо, беорто, нгимо, пехимо, тенаме, сихину, йене, аками. Я сейчас перечислила 6 великих демонов, дающих человеку здоровье и молодость. Это их призыв. Точно так же нужно провести, то есть точно так же 9 раз читайте, когда перемешиваете с водой в ванной. Запомнили, да? Давайте еще раз прочитаю. На тикури, амаликити, ат енакири, ейхи, дивилики, тенама, сихуни, акале, ниц ихи дели, ниц ихи акали, ниц ихи химели, ниц ихи кекуми. Тенама, адиригили, сито, мехато, виоро, сиото, нгуо, пеорто, нгимо, вехимо, тенаме, сихиму, йене, аками. Ну так не стало и правильно. Итак, 9 раз это прочитайте. Яна хоть и очень загружена, но она всегда печатает. Так что, если нет времени, если вы очень спешите, возьмите, перепишите сами. Останавливайте и пишите. 9 раз прочитали, еще раз говорю. Набрали воду в ванной. Пока набираете, можете кофе сделать свежее. Вылейте туда, в ванную, перемешайте. Сверху прочитайте еще 9 раз, ложитесь в ванную, минут 15. Лежите. Сначала пьете минералку с лимоном, мелкими глотками, а потом сразу пьете кофе крепкое, чтобы регулировать давление. Через 15 минут встаете и принимайте контрастный душ. То есть теплая вода чередуется и холодная. Вот таким образом. После чего приходите и ложитесь немного. Может быть диарея, может головокружение немножко. Это нормально. Кровь начнет лучше циркулировать. Если у вас с венами проблемы, они пройдут. Если у вас проблемы с сердцем, сердечно-сосудистым, сосудистой системой, тоже начнут проходить. Одним словом, вы сами увидите себя через месяц. Только нужно делать. Сделать хотя бы неделю или хотя бы 2 раза в месяц, чтобы результат более был ощутимый. Все. Где печатает, там и печатает. Где она будет печатать? Не на лбах же. Она печатает под роликом. Что значит, где она напечатает? Что это такое вообще? Где ритуалы бывают? Под роликами. Там и увидите. Спасибо, берегу. Для меня работа и есть отдых. Всем удачи, пользуйтесь во благо.